Мы не в первый раз подходим к теме русского мира. Но раньше мы говорили о том русском мире, который существовал до 2014 года и был явлением со всех сторон позитивным. Мы говорили об общей языковой среде, в которой люди торговали, работали друг на друга, взаимно обогащались культурно и финансово за счет обмена технологиями, навыками и идеями. Все это существовало до того, как Путин решил аннексировать Крым и начать войну в Украине. Сегодня мы поговорим про другой русский мир. Про тот, что уже 8 лет сеет вокруг себя беду и смерть. Про русский мир как идею о том, что если ты русский, то Путин твой государь. Политтехнологи Кремля соорудили невиданную доселе общность русскоязычных людей. Человечество объединялось по-разному. По принципам конфессии, подданства, расы, этноса. В каждом случае понятны критерии принадлежности к группе. Понятно, что объединяет людей. Но как может быть единство по языковому признаку, непонятно. Какое отношение язык имеет к взглядам, убеждениям и идеологии? Есть, например, португалоговорящая Бразилия, 210 миллионов человек населения. Разве у нее существуют какие-то вассальные отношения с 10-миллионной Португалией? Про английский язык и вообще не говорим. Понятно, на самом деле, почему привязались именно к языку русскому. Потому что никакой другой, более внятной общности нет. Если говорить про славянское единство, то, во-первых, неясно, как в него вписываются национальные республики внутри России. А во-вторых, многие славянские страны, кроме России, Украины и Беларуси, уже давненько вступили в НАТО. А эту грушу лучше не пытаться скушать. За религиозную общность православных народов вообще не стоит разговор затевать. У 90% населения постсоветского пространства воцерковленность заканчивается на покраске яиц, ни шагом дальше. Даже на советскую ностальгию особой надежды нет. Потому что ностальгия у всех разная. Если человек скучает по вкусному пломбиру и палке финского сервелата в продуктовом заказе, то это не значит, что он хочет об этом поскучать вместе с тобой. Если ты строишь русский мир, то ты должен определиться с тем, кто такие русские. Единственный возможный ответ здесь – русские – это все, кто говорят по-русски. Все, кто говорит по-русски, должны принять власть царя русскоязычного. Если, конечно, речь не про Израиль и не про Брайтон-Бич, туда грозить боязно. Я это рассказал, чтобы сразу было ясно. Вся бодяга о защите русских – чистый политтехнологический концепт, слепленный на коленке, который рассыпается сразу, едва ты на него взглянешь повнимательней. Но давайте сегодня попробуем представить, что Владимир Путин действительно пытается выстроить какую-то практически применимую идеологию русскости и защиты русских. И посмотрим на нее с разных сторон. Чтобы начать этот разговор, отправимся в 2014 год, когда только начался весь тот ужас, в котором мы сегодня живем. Отправимся в то время, когда российские войска впервые вторглись в Украину. Первоначальный замах был очень солидный. Ведь история сепаратистских образований началась не с Донецка и Луганска, она началась аж с Харькова. Причем в Харькове хедлайнерами движения по непризнанию результатов Майдана и отделению от Украины были не какие-то автомойщики, мелкие жулики и маргиналы, но легитимная власть. Солировал в том процессе легендарный Геннадий Кернес, популярный и могущественный мэр Харькова. Не просто так все началось именно в Харькове. Харьков точно такая же неофициальная столица востока Украины, как и Львов, столица Запада. Харьков был тогда столицей Украины русскоязычной и ориентированной на Россию. В то же время по всему востоку и югу Украины шли более-менее успешные попытки захвата органов власти. Видимо, был план отторгнуть от Украины весь восток и юг, а потом объединить эти регионы и центром сделать Харьков. И то ли присоединить их к России, то ли создать марионеточное буферное государство из русскоязычных территорий Украины, до конца это непонятно. Судя по калибру участников авантюры, на какое-то время под это дело удалось подписать политическую и бизнес-элиту Востока Украины. Они какое-то время всерьез подумывали о своем будущем в Новороссии. Может показаться, что я говорю так уверенно о планах 2014 года, будто присутствовал при их разработке. Я не присутствовал. Если бы присутствовал, то всей этой херней никто заниматься бы не стал, а стали бы заниматься строительством в Омске трамвая. Но меня там не было. А масштаб и характер событий весны 2014 года явно говорил о том, что планировались
дела куда более великие, чем отпилить 2 областных центра с окрестностями. Само название «Новороссия» описывает масштаб задумки. Идея создания то ли квазигосударства, то ли аннексии Востока и Юга Украины провалилась сразу. Не удалось при всех вложенных усилиях и деньгах ни поселить сепаратистскую идею хоть в сколь-то широкие народные массы, ни перетянуть на свою сторону местные элиты. Может быть, местным политикам и олигархам нравилась сама по себе идея давить на новую власть в Киеве угрозой выхода из-под контроля. Это неплохой инструмент для торга. Но, как стало понятно, к чему дело клонится, шутки очень быстро закончились, и тот же Коломойский вперед государства ломанулся физически искоренять сепаратистские группировки. Даже с Донецком и Луганском, в общем-то, не получилось. Их смогли удержать только благодаря прямому вторжению с российской стороны. С тех пор, как стало ясно, что ничего достаточно масштабного не выйдет, остаются вопросы, почему же Владимир Путин не аннексировал Донецк и Луганск? Почему вместо второго Крыма там случились бандитские анклавы? Почему жители востока Украины были фактически наказаны за то, что они используют русский язык? Ведь если бы они не входили в то самое определение русскости по Путину, то к ним не пришли бы освободители с автоматами. Ответ простой. В аннексированном виде эти территории никому были не нужны. Пока так называемые ДНР и ЛНР являются частью Украины, они постоянный источник политической нестабильности. Ни в какой военный или политический союз страна, которая не контролирует свои же территории, не войдет. Сценарии урегулирования восточного вопроса могли еще долгое время раскалывать украинское общество. А главное, этот вялотекущий конфликт в любой момент можно было разжигать и тушить по своему желанию. Это мощнейший рычаг давления на любое украинское правительство. На судьбу же местных жителей Путину было наплевать. Ситуация для Путина идеальная. С одной стороны, он контролирует эти территории, с другой, не несет за них никакой ответственности. Просто мечта. Будь его воля, он бы и Россией так руководил. Но почему Донецк и Луганск довели до такого состояния? Почему словосочетание «русский мир» стало синонимом нищеты, бандитизма, бесправия, пыточных подвалов? Синонимом междоусобных войн властвующих кланов, какой-то просто хроники раннего средневековья, где дружины воевод, известных только под кликухами, делят между собой власть путем сожжения оппонентов заживо. Это же, по идее, полная нелепица. С одной стороны, вы пытаетесь соорудить какую-то идеологию русскоязычного единства под заботливой дланью Москвы. С другой стороны, у вас Донецк, который в 2012 году был процветающим промышленным центром, получил аэропорт почти за $1 миллиард, принимал матчи чемпионата Европы по футболу. Там были одни из самых высоких зарплат в Украине, высокие цены на недвижимость. Жители соседних регионов ехали в Донецк за доходом и карьерой. А спустя всего пару лет строительства русского мира у вас там будто Мамай прошел, настоящий Сомали в самом центре Европы. Но вообще-то так дела не делаются. Ведь даже если у вас была социальная база для разрастания сепаратизма, если кто-то ждал прихода российской власти, то куда приводят такие мечты, явлено уж слишком наглядно. Можно по-разному относиться к украинскому государству и его власти, но никто не пожелает разделить судьбу жителей Донецка и Луганска. Казалось бы, почему не залить было проблему деньгами? Донецк и Луганск с окрестностями не бог весь какой масштаб, особенно с учетом огромного оттока населения. Построить там, может быть, не прям Дубай, но какую-то блестящую витрину славянского единства было бы вполне реально. Наш режим умеет создавать карманы эффективности, умеет пускать пыль в глаза. Сделали бы парк Зарядье на максималках в масштабе 2 городов. Казалось бы, решаемая задача. Но на практике все иначе. На практике вы не затащите на эти территории нормальных управленцев. Не от хорошей жизни руководящие должности в ЛДНР занимают не какие-то жулики федерального масштаба, а проходимцы районного уровня. Все знают, что Пушилин был координатором пирамиды МММ, но даже в ее структуре он не занимал какого-то видного места. Он был лишь одним из сотен, а скорее тысяч низовых координаторов по всему СНГ. Все 8 лет на эти территории ехали работать люди, которым нечего было терять. А больше никто не ехал. Потому что это конец карьеры. Даже если в тебя не прилетит снаряд, не взорвут машину, или пьяный коллега, еще вчера автомойщик, а ныне министр, не пустит в тебе в живот очередь из автомата, то чего ты потом с такой записью в резюме делать будешь, если выживешь?
Чиновники по своей природе приспособленцы и конформисты. Вот как музыканту нужен слух, так государственному служащему нужно уметь не высовываться, не рисковать и не брать на себя лишнюю ответственность. Либо ты успешный государственный управленец, либо авантюрист, который ломанется невесть куда, в край теней и рисковать своим будущим и головой. Разные психотипы, не пересекающиеся. Даже сейчас кто из статусных чиновников согласился пойти на должность на оккупированных территориях? Не поторговать физиономией 15 минут, а прямо стать должностным лицом. Мэр Краснодара Алексеенко. Почему он согласился? Потому что с декабря 2021 года он под следствием о взятке. Правовой статус непризнанных территорий сам по себе обрек их быть вотчиной разбойников и жулья. То есть, делая операцию по пересадке Украине раковой опухоли, по созданию постоянного очага нестабильности и плацдарма для будущей войны, Путин заведомо строил Сомали. Никакой витрины русского мира из этого не могло получиться. Просто пара миллионов людей оказались в заложниках на том основании, что попали под определение «русские» из кремлевской методички. Все, что мы видим сейчас, это классический пример того, как режим, которому любая идеология только помеха, пытается идеологию эту соорудить. Ведь в чем проблема идеологии? Идеология мешает действовать по обстоятельствам, мешает подстроиться под них. В 2014 году не получилось соорудить никакой Новороссии. Как бы поступил режим, основанный на идеологии? Раз уж мы строим русский мир, раз уж у нас такая националистическая идея, то нужно формально аннексировать Донецк и Луганск, и пускай невероятными бюджетными расходами и административными усилиями, но построить там нашу идеологическую витрину. Град Китеж с кокошниками и балалайками или урбанистическую выставку имени Собянина – это уже на свой вкус. Но тогда это было и даром не нужно. Война на востоке Украины, вся эта кровавая история, она не только очень быстро перестала приносить идеологические дивиденды, а даже наоборот, начала раздражать россиян. С другой стороны, нищие, бандитские, бесправные образования в Украине вкупе с вялотекущей войной наносили соседу большой ущерб. Самая лучшая схема с точки зрения того момента – это перестать освещать события на непризнанных территориях, законсервировать этот гнойник для Украины и тем самым получить рычаг давления на любую ее власть. Зачем аннексия? Аннексия заморозила бы ситуацию. Но висел бы вопрос Донецка и Луганска где-то на периферии украинского политического дискурса. Всем бы было ясно, что до конца путинского режима эта проблема решена не будет. Тогда не было бы никакой тлеющей войны, а Украина спокойно бы развивалась дальше. С точки зрения жителей Донецка и Луганска, эта схема, конечно, ужасна. Также она ужасна с точки зрения идеологии. Вот был твой имперский замах, вот уже блистала корона Екатерины Великой, а на выходе что? На выходе все герои русского мира, все первое поколение бандитской власти ЛДНР просто истребил друг друга. Так что ли выглядит блеск империи, когда полевого командира по кличке Гиви сжигают из огнемета в собственном кабинете? Когда жителей произвольно пытают в подвалах? Когда людей вырвали из-под украинской власти, но явно дали понять, что проект Новороссия больше не ко времени, что власти российской они больше не нужны. Но почему так? Как так вышло, что и на людей наплевать, и Донецк с Луганском, который вроде как с такими усилиями и даже помпы захватывали, оказался никому не нужен вместе с жителями? Тут надо разобраться в идеологии. В чем главное отличие идеологии от политтехнологий? Идеология задает постоянные рамки. Рамки эти могут быть довольно широкими. Линия партии в них может изгибаться с огромной амплитудой, но все равно ты будешь двигаться к какой-то цели. С идеологией ты не можешь сегодня ликвидировать кулачество как класс, а завтра развивать фермерские хозяйства. Нельзя на одном заседании принять Нюрнбергские расовые законы и программу строительства синагог. Сила российского режима в том, что он может действовать по ситуации. Не получилось с Новороссией, но зато получилось устроить на территории Украины анклав беззакония и произвола, который еще долго не будет давать ей покоя. Ну, тоже неплохо. А слово «Новороссия» в официальном обороте мы и вовсе забудем. Не было ничего. Абсолютно то же самое повторяется и в этой войне. Наш спринтер даже не пытается добежать до финиша и одержать победу в военном смысле. Он бегает кругами по дорожке с мелком в руках и все время рисует финишную черту у себя за спиной. Что такое предложение о переговорах с учетом территориальных реалий?
По-русски это звучит так. Ну не ж могла. Ну что теперь делать? Крокодил не поймался и кокос не вырос. Ну отвалите от меня. Дался вам этот Мелитополь с Бердянском. У меня выборы через год. Беда в том, что, будучи невероятно эффективным в моменте, с такой манерой вести дела ты не сможешь достичь долгосрочных целей. Что Путин получил от ЛДНР спустя 8 лет, когда собрался на большую войну? Какой-то важный идеологический военный плацдарм? Какую-то политическую единицу с собственным внутренним потенциалом для экспансии? Нет. Он получил заброшенные территории вяло текущей гуманитарной катастрофы, откуда давно сбежали все, кто только мог. Он не построил витрину русского мира, совсем наоборот. Он дал каждому украинцу безотносительно языковой, этнической или идеологической принадлежности весомый повод сидеть в окопе. Ведь никто не хочет, чтобы его город стал вторым Луганском. Можно как угодно, опять же, относиться к украинской власти, но на контрасте с тем, что натворили на Донбассе за 8 лет руками жулья и бандосов, любая власть, включая туркменскую, выглядит образцом цивилизации. К чему в итоге привела политика Владимира Путина по строительству русского мира? К тому, что если тебя объявили русским, то либо беги, либо вооружайся и отстреливайся. Если ты русский, ты просто расходный материал для политтехнологов, которые не мыслят дальше ближайших выборов. Быть русским в русском мире Путина физически опасно для жизни. Я говорю это в каждом почти ролике и скажу еще раз. Под управлением слетевших с катушек чекистов Россия свалилась в абсолютное безумие. То, о чем я рассказал в этом ролике, не поддается никакому абсолютно объяснению или оправданию. Два больших города с русскоязычным, преимущественно русским населением из промышленно развитых и быстро идущих вперед превратили в места, где просто небезопасно находиться даже. Уже не говорю о том, чтобы что-то там делать. Так не годится поступать ни с кем. Но государство, которое так поступает со своими, это уже совсем полное безумие. В 2022 году безумие совсем перешло все границы, и Россия стала стрелять по соседней стране, с которой мы совсем недавно еще жили в одном государстве из танков и артиллерии. Нам нужна другая Россия. Россия, которая будет заботиться о том, чтобы россиянам было хорошо жить у себя в стране. Чтобы они были здоровыми, богатыми и счастливыми. Чтобы жили долго, могли себе позволить и детям образование дать, и самим достойно жить. Россию, у которой на первом месте будет человек и его благополучие, его права и его жизнь. Перед тем, как закончим, небольшое объявление для жителей Кипра. Я там на днях буду. Вот мы проводим традиционный аукцион, а разыгрываем мою книгу с моим автографом, которую я передам вам за ужином. Заодно и поболтаем. Если вы сегодня, только сегодня это действует, 9 января, сделайте пожертвование нашему каналу на Patreon, крипту или любым другим способом, можно поучаствовать. Для деталей напишите Ане из нашей команды. Тем, кто пришлет существенную сумму и не выиграет, мы подарим книгу, но без подписи. Вот. Если пришлете пожертвование, обязательно Ане напишите. Без этого мы не узнаем, что это вы, и с вами не сможем связаться. Ну все. До завтра.